Вчера одесситов порадовала сама природа. У нас случилось уникальное явление — двойная радуга, которая была видна из разных точек Одессы. Это было просто невероятно, и это знак, что все будет хорошо. Ну что за сказка? Посмотрите, вдоль всей улицы зацвела настоящая сакура. Просто вау, как это красиво! Кстати, знаете, сакура считается японским растением, родом из Японии. Но вообще говорят, что это растение родом с Китая. В Одессе ему тоже хорошо. Несмотря на зимние морозы, сакура переживает их хорошо. И знаете, в Японии считается, что сакура — это символ новой жизни, начало новой жизни, поскольку она цветет весной. Ну и символ того, что жизнь быстротечна, потому что срок цветения сакуры 7-10 дней. Сегодня 19 апреля 2025 года и сегодня 19 апреля 2026 года. Всем привет! Часто мы забываем смотреть по сторонам. Сейчас наша жизнь полна забот, полна стрессов, все время куда-то спешим. А на самом деле наш мир прекрасен и удивителен. Достаточно просто выйти на улицу, прогуляться, так как сегодня сделала я. Одесса цветет, Одесса сейчас просто прекрасна. Сегодня на некоторых улицах пусто, а на некоторых образовались огромные пробки, потому что сегодня проводы, и многие одесситы поехали на кладбище. И в районе кладбищ просто улицы стоят, там тысячи автомобилей. Но видите, в районе Аркадии всех мало. Многие уехали, а многие гуляют сейчас на море, где-то ближе к морю. Кто-то в центре, а кто-то поехал на кладбище. И как для выходного, везде пустовато. Весна и зеленая травка — это, конечно, хорошо. Но есть нюансы. Захожу в последнее время новости и буквально каждый день читаю уведомления о том, что сейчас предельно нужно быть каждому осторожным, потому что в Украине очень массово активизировались клещи. И такого количества очень давно не было. Хотя в этом году была достаточно холодная морозная зима, но тем не менее их очень и очень много везде. Вообще клещи очень самые активные где-то март-апрель. И они сейчас активно нападают, кусают, можно сказать, животных и людей. Сейчас вот смотрите, сколько в парк Победы сегодня пришло людей прогуляться. И вот так идешь, и многие сидят уже на траве, многие сидят на скамейках. Но это может быть чревато последствиями, потому что каждый из нас забывает пользоваться репеллентом. И мне сегодня захотелось напомнить, что это сейчас необходимо делать, потому что клещи, вот самое опасное — это иксодовые клещи, и они переносят различные заболевания, более 150 заболеваний. Так, кажется, весна действительно пора любви, и это касается не только людей, но и животных. Мы с вами попали на очень интересный процесс. Теперь мы видим, что черепах в парке Победы в озере точно прибавится. Я не помню, чтобы раньше было такое огромное количество клещей. Когда я была маленькая, еще не было таких гаджетов, только-только начинал появляться так массово интернет. И мы все свое детство проводили, играя где-то на улице, лазили где-то и в траве, и сидели на этой траве целыми днями. И меня за все детство ни разу не укусил клещ. Но в 2019 или 2020 году я поехала вечером в Аркадию, и причем я только прогулялась, не сидела нигде, ничего. Приехала домой, легла спать. Что днем хожу, смотрю, на ногу появилась какая-то новая родинка. Думаю, что это такое? Какая-то она такая странная. Присматриваюсь, а там видны лапки.
У меня сразу началась паника. Давай в интернете смотреть, что же делать при укусе. Я поняла, что это клещ. Но он был, я же говорю, очень-очень маленький. Я и пшикала на него духами. И мазала маслом, как писали. Ничего не помогло. Он не хотел меня покидать. Я поехала, я жила недалеко от Интасаны. И на Таирова. И поехала сразу в Интасану. Мне девушка с помощью ниточки его достала. Очень быстро мы его сдали в лабораторию. К счастью, он не был заражен. Все было хорошо. Вот. Но с тех пор у меня прям, знаете, такая фобия. Я очень их боюсь. И когда начали писать, что они буквально везде сейчас, и показывать, какое их везде количество, то как-то стало не по себе. Так что пользуйтесь репеллентами и имейте в виду, что клещи сейчас атакуют всех, кого видят. Так, я вижу, уже люди сидят на травке. Ну, надеюсь, они в безопасности. Вот такие, я не знаю, что это X-Travel. А вот такие оффы. Ой, офф уже 182 гривны. Я когда-то его покупала до войны по 45. Да, из-за войны очень цены подросли на все. Ну, вот такие сейчас цены на репелленты. Но здесь вообще есть еще, вот такие и по 79, по 80 гривен. И вот такие маленькие по 64 гривны. Ой, вижу скоро. Я, кстати, уже видела первых комаров, так что можно потихоньку запасаться фумигаторами. Кто давно не был в Одессе, тот приедет и как будто попадет в какой-то цветник. Тюльпаны просто повсюду. В Парке Победы тоже все засадили разноцветными тюльпанчиками. Художники даже сегодня рисуют в парке. Вау! Красиво как! Мольберт. А у девушки мольберт. Здесь просто такая поставочка, краски. Класс. Как я уже сказала, мы сейчас с вами в Парке Победы. Это один из самых больших парков Одессы. Он занимает территорию, по-моему, больше 50 гектар. И в чем его фишка? Здесь есть озеро длиной 700 метров примерно. Мне интересно было, какая его глубина. Нашла информацию, что около 3 метров. Но не знаю, насколько она правдива. Кто знает, пишите обязательно в комментариях. Здесь у нас есть фонтанчик, но, к сожалению, сейчас он не работает. И длина струи больше 10 метров. Вот такая красота. Но вижу, что что-то снова в нем водичка изменила цвет и стала коричневой, как в прошлом году. По всему парку у нас сделали вот такие шезлонги. И вижу, все заняты. Хотела тоже полежать, посидеть, но даже нет свободных мест. Классно здесь брать книжку, приходить отдыхать. Очень круто придумали. В этом году вообще весна нас не балует, поэтому многие сегодня, наверное, вышли в парке гулять, к морю, поехали, пока тепло. Хотите, я вам покажу на ближайшую неделю прогноз погоды в Одессе. Вот во вторник, мало того, что дождь 100%, так еще 11 градусов. У нас следующая неделя, посмотрите, какая дождливая и холодная. Вот так. Так что сегодня на ближайшую неделю, это последний день, когда можно было немножко позагорать. Смотрите, сколько людей вышли немножко погреться на солнышке. Сегодня воскресенье, выходной, и слава богу, нету тревог. Уже настроение хорошее. Видите, сколько всех с детками приехали отдохнуть. Я же говорю, многие на проводах, и все равно люди есть. Милые создания везде. Здесь есть места для отдыха. Поэтому черепашки в водичке плавают, не только загорают. Здесь можно покататься на таких катамаранчиках и на лодочках. А вот ориентировочные цены. Човник весельный 20 хвилин 250 гривен, а все по 250 гривен, только разное время. А вот так, видите, выглядят эти лодочки, и очень романтично даже на них покататься.
в парке, все такие веселые, такие счастливые, дети везде счастливые, все такое красочное, цветущее. И никогда не подумаешь, что у нас такие страшные ночи и бывают страшные дни. И все время, я вот сколько, уже 5-й год войны пошел, да, но у меня еще до сих пор ощущение, что это все страшный сон. Вот у меня в начале войны все время казалось, что это какой-то страшный сон, и вот сейчас мы проснемся и вернемся к нормальной жизни. Но этот страшный сон, к сожалению, не заканчивается, но, к счастью, есть такие дни, как сегодня, и хочется, чтобы их было как можно больше.